То есть на данном этапе это только досудебные претензии. То есть все еще можно решить добровольно. Бхактивиданта Бук Траст, BBT, никогда не наделял ни организацию Сенкевича, никакие другие организации, никакими полномочиями и правами на переводы, публикации и так далее. Фонд Бхактивиданта, возглавляемый господином Сенкевичем, незаконно использует, а именно переводит, изготавливает, распространяет контрафактные экземпляры книги Бхагавад-гиты. Попечитель BBT никоим образом не хочет никого притеснять. Если господин Сенкевич захочет предложить свою сумму компенсации, нет проблем, то есть попечители открыты для любых переговоров, пока это добровольно. Это не принудительно, это не по решению суда, пока что добровольно. Фонд Бхактивиданта, возглавляемый господином Сенкевичем, незаконно использует название Бхактивиданта Бук Траст. Он никогда не был никаким руководителем BBT, тем более в СНГ. То есть этот человек врет. Ну что ж, дорогие друзья, я рад вас всех приветствовать. Сегодня у нас пройдет крайне просто важный эфир. Сегодня у нас на связи Олег Ульянов, это юрист. Давайте, Олег, сразу к делу. Да, спасибо. Большое спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад всех вас приветствовать. Всем доброго дня, доброго здравия. Я коротко представлюсь. Меня зовут Ульянов Олег. Основная моя профессия юрист. Также я дипломированный специалист в сфере бухгалтерии и экономики. В настоящее время я представляю интересы попечителя BBT Андрея Хмельницкого на территории Российской Федерации, то есть я действую по доверенности от попечителя BBT. И сегодня, дорогие друзья, я с вами хочу поделиться важной информацией, которая относится непосредственно к Андрею Генриховичу Сенкевичу и к возглавляемой им организации, которая называется Фонд Бхактивиданта. А также эта информация имеет отношение к книгам Шрила Прабхупады. Ну и вполне вероятно, юридические последствия, о которых сегодня я вам тоже хочу сказать, эти юридические последствия могут затронуть ЦОСКР, могут затронуть местные религиозные организации в России, которые связаны с ЦОСКР. То есть, поверьте мне, информация важная и серьезная. Итак, я бы хотел начать прежде всего с траста BBT. То есть, что это такое, как это работает, почему? Потому что многие вайшнавы, бхакты, в том числе и на территории России, очень слабо представляют, что такое BBT, потому что, по моему мнению, им дают неверную информацию, некорректную, зачастую лживую информацию. Поэтому позвольте мне, как говорится, из первых уст, как представителю BBT, вам об этом рассказать простым, понятным языком. Я не хочу делать здесь какую-то лекцию по юриспруденции, вам это неинтересно будет. И большая просьба, если что-то непонятно, что-то интересно, что-то нужно уточнить, не стесняйтесь, сразу спрашивайте, уточняйте. Итак, конечно. Давайте начнем, дорогие друзья, непосредственно с BBT. Что такое BBT? Так, давайте для удобства будем включать для вас картиночки, слайды простые, я для вас специально подготовил, чтобы вам было визуально более понятно. Итак, учредитель Бхактивиданта с вами Прабхупада создал в 1972 году траст, который он назвал Бхактивиданта Бук Траст. Вот здесь на картиночке я специально внизу подписал два важных документа. Первый – это соглашение Бхактивиданта Бук Траст. Да, давайте о нем поподробнее. Ну и дальше там еще перейдем ко второму документу. Итак, вот этот документ, он у меня в руках. Я сразу взял на русском языке. На нашем сайте
BBT, официальный сайт Бхактивиданта Book Trust, вы можете все эти документы, вот, которые я сегодня буду называть, на которые буду ссылаться, они там все есть в открытом доступе, они есть в оригинале, то есть заверенной копии нотариально, там, в общем, все как полагается. И плюс этот документ переведен на русский язык. То есть кому удобнее на русском, пожалуйста, есть русский перевод, кому удобнее в оригинале на английском, читайте на английском. Повторюсь, все документы на официальном сайте BBT. Итак, Бхактивиданта Book Trust, да, был создан Шрилой Прабхупадой в 1972 году. Значит, что здесь? Ну, давайте сразу я буду прямо идти вот по тексту этого трастового соглашения. Что это такое? На следующей картиночке я вам специально написал, на следующем слайде, что Бхактивиданта Book Trust – это не издательство, не фонд, не юридическое лицо, не корпорация. Потому что в интернете чего только не увидишь о Бхактивиданта Book Trust. Кто-то называет издательством, да? Это полный абсурд и полная безграмотность. Кто-то фондом называет, кто-то еще как-то. Итак, что такое траст? Вообще слово траст, английское слово траст – доверие. Траст, именно вот как юридическая конструкция, такого понятия в российском законодательстве не существует. То есть нет у нас юридического понятия траст. Но мы и не будем как бы сегодня апеллировать к российскому законодательству, да, потому что траст все-таки BBT был создан в США в 1972 году, напомню. Итак, ну, можно чуть-чуть вернуться на предыдущий слайд. Здесь обращаю ваше внимание, то есть траст – это такая особая форма доверительных отношений, специально вам написал, да, юридическая конструкция, при которой учредитель, создатель траста передает свое имущество или активы попечителю или попечителям, да, этого траста. Попечитель, что он должен делать? Он обязуется владеть и распоряжаться этими активами исключительно в интересах третьего лица, бенефициара. Да? Итак, можно перейти к следующей картинке. Еще к следующей. Это мы потом вернемся, если нужно будет. Итак, учредитель Бхактивиданта с вами Прабхупада создал траст, который, повторюсь, регулируется документом. Этот документ, он заверен, то есть все как полагается. Находится он в официальном архиве округа Лос-Анджелес. Все здесь, все заверения, все печати и так далее. Но я думаю, никто из нас и из вас не может оспорить это трастовое соглашение, да, когда Бхактивиданта с вами создал BBT. То есть его никто никогда не оспаривал, да и не может оспорить. Итак, как мы с вами говорили, учредитель передает все права в этот траст. То есть, что передал Шрила Прабхупада? Да? Я вам могу прям прочитать дословно. Да? Ну, давайте вот здесь имущественные объекты, да, которые передаются в траст, включают в себя все книги, рукописи и другие документы, написанные мной, это Шрила Прабхупада пишет в 1972 году, написанные мной и переведенные мной, включая перечисленные ниже, и все те, что будут написаны мной в будущем, а также все соответствующие авторские и издательские права. То есть это все зафиксировано в трастовом соглашении, зафиксировано государственными органами США. То есть получается, что согласно трастового соглашения все авторские издательские права на все книги свои Шрила Прабхупада передал в Бхактивиданта Book Trust. Подчеркиваю,
BBT 1972 года. Не Bhaktivedanta Book Trust International, Bhaktivedanta Book Trust Publishing. То есть те организации к BBT вообще отношения не имеют, я об этом чуть позже поясню. Итак, с момента создания траста, подписания трастового соглашения, все права перешли в Bhaktivedanta Book Trust. То есть Bhaktivedanta Book Trust 1972 года является собственником книг, имеет все имущественные права на книги, авторские, издательские права. На все книги Шрила Прабхупады. Ну, я думаю, с этим понятно. Кому интересно, более подробно, повторюсь, все это есть в трастовом соглашении в открытом доступе на официальном сайте BBT. Так, на следующей картиночке, на следующем слайде. Что здесь? Смотрите, справа. Как мы говорили, траст создается и передаются права попечителям. В нашем случае попечители также есть. Я вам прям прочту отсюда из официального документа. Давайте я, наверное, сокращу и так. Итак, согласно воле Шрила Прабхупады, он назначил сразу 3 попечителей, в том числе один из них, это он сам был на некоторое время, и 2 попечителя, которые еще кроме него. Секунду, я вам сейчас зачитаю, кто это был в самом начале. Итак, попечители Бхактивиданта с вами, Бали Мардан Дас Брахмачари и Карантхар Дас Адхикари. То есть все, они подписали, они приняли траст, все как полагается. Могу отметить, что один из попечителей еще с того далекого 1972 года, он жив, в добром здравии находится, зовут его Бали Мардан, вот я вам прочитал, один из попечителей, из первых попечителей. Сейчас, правда, он долгое время как бы не исполнял обязанности попечителя, но тем не менее, что, несмотря на это, он остается попечителем, потому что в трастовом соглашении Шрила Прабхупада четко прописал, что попечители назначаются пожизненно. То есть никто не может и не вправе убрать Бали Мардана из попечителей. Он был, есть и остается попечителем, пока он жив и здоров. В трастовом соглашении прописано, что всего может быть максимально 5 попечителей. Да? Некоторые почему-то думали, что когда был назначен Абхиманью Дас попечителем, да, то Абхиманью Дас, он единственный попечитель в BBT. Дорогие друзья, это не так. Повторюсь, что Бали Мардан жив и здоров, все хорошо. К слову, он сейчас активно занялся своими прямыми обязанностями как попечитель траста. То есть он, несмотря на преклонный возраст, ему уже под 80, но он очень активно занялся и помогает Абхиманью Дас. Ну, Абхиманью, вы знаете, он немного помоложе, вот, но тем не менее, то есть Бали Мардан активно помогает Абхиманью в восстановлении полной работы траста BBT. Итак, кто-то, если думает, что Абхиманью Дас единственный попечитель, дорогие друзья, это не так. Кроме Абхиманью Дас и Бали Мардана, там еще есть 3 попечителя, которые назначены официально. Для чего это сделано? Ну, я думаю, вы понимаете, что Абхиманью Дас, он человек разумный, грамотный, и, конечно, он подстраховался на тот случай, если вдруг с ним что-то случится, с Абхиманью, да, то есть кроме него еще 4 попечителя, да, которые
продолжат свои обязанности выполнять. Соответственно, они могут назначить еще 5-го, максимум 5 попечителей может быть. Вот. То есть здесь все в порядке. Могу вас заверить, если кто-то думает, что вдруг что-то с Эпхиманию и там вся работа остановится, нет, ничего не остановится. Могу вас заверить, что если вдруг с ним что-то случится, мало ли что, да, то работа траста BBT не только не остановится, она будет ускорена и убыстрена. Вот. Потому что скажу, что некоторые попечители говорят так, что Эпхиманию, фактически он сейчас ведет всю работу траста на данном этапе, что, и они говорят, да, остальные попечители, что Эпхиманию слишком мягко и лояльно действует. Вот. Скажу сразу, если, не дай бог, что с Эпхиманию случится, то остальные попечители будут действовать жестко. Сейчас я поясню, почему. Итак, по трасту понятно, то есть был создан траст, BBT, назначены попечители, сейчас их 5, максимально, сколько предусмотрено трастовым соглашением. Почему зачеркнут слева, видите, учредитель, и вот так я зачеркнул. Потому что траст безотзывный, четко прописано в трастовом соглашении. Что значит безотзывный? Это значит, что учредитель после создания траста не имеет права отозвать назад. Все, не имеет права. То есть, как Шрила Прабхупада передал все в траст, авторские, издательские права, все книги, все, траст безотзывный. Назад отозвать нельзя. Невозможно по закону. То есть все права 1972 года принадлежат теперь BBT. Теперь дальше. Давайте на следующем слайде я вам поясню важный момент. Смотрите. Внизу есть 2 бенефициара. Четко прописано в трастовом соглашении, да, что... Сейчас я вам прочитаю четко. Итак, глава 3 цели траста Шрила Прабхупада четко зафиксировал. И государственными органами тоже это зафиксировано. Настоящий траст, именно BBT, создан и будет функционировать исключительно в интересах Международного общества сознания Кришны, зарегистрированного мной, Шрилой Прабхупадой, в качестве религиозной организации и так далее. То есть, как вы знаете, в 1966 году, да, Шрила Прабхупада зарегистрировал ИСККОН. Это религиозная организация, и именно для ИСККОН функционирует этот траст BBT. И также в трастовом соглашении назван второй бенефициар – ИСККОН Пресс, как видите. То есть 2 бенефициара. Что значит бенефициар? Выгодоприобретатели, выгодополучатели. Каким образом это работает? Очень просто. Как вы знаете, авторские издательские права стоят дорого. Плату за авторские издательские права получает траст BBT и распределяет вот этим 2 бенефициарам. То есть Шрила Прабхупада четко распорядился, что он создает BBT исключительно для ИСККОН и ИСККОН Пресс. На следующей картиночке специально вам также показал, что вот эти доходы, которые получает BBT от издания книг, от использования авторских прав, они делятся поровну 50 на 50. То есть половина идет для ИСККОН Пресс, исключительно на издание книг Шрилы Прабхупады, и вторая половина идет в ИСККОН, четко прописано. То есть это 2 фонда, такие формируются. Для ИСККОН тоже четко прописано, это для строительства новых храмов и для ремонта уже действующих. То есть вот таким образом должны были использоваться средства, которые получает BBT. То есть вот таким образом это должно работать. Повторюсь, дорогие друзья, вся подробная информация, она в открытом доступе, да? То есть заходите на официальный сайт BBT,
в разделе, по-моему, если не ошибаюсь, там официальные документы, как-то так называется. То есть там это все есть. Прям можете скачать, можете там почитать. Итак, первый основной документ. Ссылку на сайт BBT размещу да. в описании. В описании ссылку на сайт BBT размещу, чтобы было удобно, чтобы не искать. Да, замечательно. Итак, первый важный документ – это соглашение или трастовый договор, трастовое соглашение. Все есть в открытом доступе. Итак, это информация, которая правильная, официальная. А теперь, что происходит сейчас в мире? Ну, давайте в мире, потом я, может, отдельно поясню. Давайте конкретно, что происходит в России. Итак, в России есть некто господин Сенкевич, который управляет директором официально в организации фонд Бхактивиданта. То есть я буду сокращать, чтобы было понятно. Эта организация, по мнению попечителя, незаконно издает книги Шрилы Прабхупады. Незаконно. Поэтому была организацией, которую возглавляет господин Сенкевич, а именно к фонду Бхактивиданта, была направлена досудебные претензии, вот она у меня в руках, достаточно объемный текст. Скажу сразу, досудебные претензии вы ее не найдете в интернете, в официальных документах, то есть это не для всех. Досудебные претензии о защите авторских и смежных прав. Повторюсь, направлена эта претензия в организацию Фонд содействия развитию ведической культуры Бхактивиданта, которую возглавляет господин Сенкевич. Здесь, ну, таким достаточно сухим юридическим языком описана вся суть, вся канва и так далее. И, собственно, описано, почему попечитель BBT считает, что нарушаются авторские и издательские права. То есть все здесь прописано. И суть претензий, собственно, давайте я вам прям зачитаю, чтобы было понятно. Итак, здесь, повторюсь, ну, такой сухой юридический язык с ссылками на статьи закона и так далее. Давайте я вам прочту, собственно, резюме и требования, что требует попечитель от организации Фонд Бхактивиданта. Итак, попечитель считает, что организация Бхактивиданта не имеет никаких полномочий, разрешений и никогда не заключала с держателем авторских издательских прав, а именно с BBT. BBT, подчеркиваю, тот, который создал Шрилу Прабхупаду, от имени которого действуют попечители и, соответственно, весь сегодняшний разговор. Об этом BBT идет речь. Итак, фонд Бхактивиданта не имеет никаких разрешений от BBT, никаких лицензий не получал на перевод, издание, публикацию, распространение книг Прабхупады. Значит, еще здесь ссылка приводится на одно интересное видео, где господин Сенкевич дает интервью, по-моему, если не ошибаюсь, «Аскеза в кедах», как-то так называется канал. Да. Вот. И он показывает удивительные вещи, но, проще говоря, лжет прям в наглую, потому что, значит, там он утверждает, что в этом интервью, это публичная информация, там, я не знаю, наверное, по 4000 просмотров уже, то есть это не частный какой-то разговор, это публичная информация. Итак, там господин Сенкевич утверждает, что его фонд Бхактивиданта якобы получил какие-то полномочия или какие-то якобы разрешения от калифорнийской компании Бхактивиданта Book Trust International. Подчеркиваю, не BBT, а Бхактивиданта Book Trust International. И интереснейшая контора, я вам сейчас про нее расскажу. Она вообще-то уже давно в банкротстве находится. Должна колоссальные деньги, просто миллионы долларов. Она банкрот, эта организация Бхактивиданта Book Trust International. Итак, то есть он утверждает, что якобы он имеет какие-то там полномочия, значит,
или он получал, является каким-то уполномоченным по СНГ, там, ну, в общем, что-то, ну, честно говоря, какую-то ахинею несет, ничем не подтвержденную документально. Итак, значит, Бхактивиданта Бук Траст, BBT, никогда не наделял ни организацию Сенкевича, никакие другие организации, никакими полномочиями правами на переводы, публикации и так далее, что касательно книг Шрилы Прабхупады. Далее. Организация фонд содействия развитию ведической культуры Бхактивиданта грубейшим образом нарушает авторские издательские права Бхактивиданта Бук Траст, в том числе на книгу Бхагавад-гита. То есть пока здесь в досудебной претензии только по Бхагавад-гите, по остальным книгам пока нет. То есть разберемся сначала с Бхагавад-гитой, а потом будут претензии по остальным книгам, которые они там издают. Итак, фонд Бхактивиданта грубейшим образом нарушает авторские издательские права BBT, при этом издает книгу Бхагавад-гита, как она есть, в измененном виде, с неавторизированным и неадекватным переводом на русский язык, при этом не платя авторские отчисления держателю авторских прав BBT. То есть ничего не платит, но штампует книги неимоверно. Более того, господин Сенкевич подтвердил в своем интервью в открытом доступе, что в последнее время порядка 2 миллионов экземпляров Бхагавад-гиты напечатано. То есть это колоссальный объем книг. Вот. Исходя из этого объема и средней цены книги, как раз досудебные претензии предъявлены сумму ущерба касательно по Бхагавад-гите. Итак, далее здесь в досудебной претензии приводятся ссылки на статьи закона, которые нарушены фондом Бхактивиданта. И, соответственно, пока что делает заключение, мнение свое высказывает, подчеркну, попечитель BBT. Сразу скажу, я не знаю, как пойдут дальше судебные действия, то есть, но здесь досудебные претензии попечитель считает на основании определенных статей закона, что фонд Бхактивиданта, возглавляемый господином Сенкевичем, незаконно использует, а именно переводит, изготавливает, распространяет контрафактные экземпляры книги Бхагавад-гиты. Подчеркиваю, контрафакт. Это не шутка, дамы и господа, это очень серьезно. То есть нарушаются мало того, что права американского траста, так еще и авторские права нарушаются с помощью контрафакта. Итак, следующее. Значит, требование следующее, что фонд Бхактивиданта, возглавляемый господином Сенкевичем, незаконно использует название Бхактивиданта Бук Траст, незаконно использует логотип BBT, то есть это все подтверждается документально, то есть он не имеет права на это, потому что в трастовом соглашении и в документе, который называется «Акцептирование траста», он тоже есть официально на сайте BBT, вы можете посмотреть, что и название BBT Бхактивиданта Бук Траст, и знак BBT, то есть видели так, ББТ, да, как бы с тилоком такой знак, он был официально зарегистрирован, да, еще Шрилой Прабхупадой, там, то есть все в порядке с названием и со знаком. Так вот, этот фонд Бхактивиданта, возглавляемый Сенкевичем, он незаконно использует и знак, и название. В этом тоже есть претензии определенные. Собственно, что далее? Давайте дальше посмотрю. Ну и дальше, собственно, требования.
Прочитаю требования. Значит, требования к организации Бхактивиданта. Добровольно, подчеркиваю, пока это добровольно. Это не принудительно, это не по решению суда, пока что добровольно. Да? Добровольно изъять из производства, оборота, распространения и продажи и уничтожить без какой-либо компенсации все контрафактные экземпляры Бхагавад-гиты, как она есть. Добровольно выплатить компенсацию для BBT, для Bhaktivedanta Book Trust. Сумма компенсации там есть. Если господин Синкевич захочет предложить свою сумму компенсации, нет проблем, то есть попечители открыты для любых переговоров, пока до момента, пока не закрутилось колесо правосудия. То есть на данном этапе это только досудебные претензии. То есть все еще можно решить добровольно. Итак, выплатить компенсацию, незамедлительно прекратить все нарушения авторских и издательских прав на книги Шрилы Прабхупады, потому что все права принадлежат BBT. Дальше удалить, пока добровольно просят удалить с веб-сайта, со своего веб-сайта, со своей продукции и так далее, удалить логотип BBT и название BBT Bhaktivedanta Book Trust. То есть пока это добровольно. То есть вот такие, собственно, небольшие требования. Ну и, соответственно, если господин Синкевич захочет принести публичные извинения, пожалуйста. Публичные извинения в чем? Поясню. Значит, принести публичные извинения и опровергнуть ложную информацию, что как утверждал господин Синкевич, что он является руководителем отделения Bhaktivedanta Book Trust в СНГ. То есть он такое сказал. Он никогда не был никаким руководителем BBT, тем более в СНГ. То есть этот человек врет. Соответственно, попечитель просит его вежливо сказать: ребята, я ошибся, что-то меня там ввели в заблуждение, я сейчас скажу, кто его там вводит в заблуждение. То есть просто принесет публичные извинения, никаких проблем. Ну и, соответственно, опровергнуть информацию, что эта организация, фонд Бхактивиданта Синкевича, что она имеет какое-то отношение к Bhaktivedanta Book Trust, потому что она отношения не имеет. В принципе, все. То есть достаточно скромные требования. Подчеркну важный момент, что попечитель BBT никоим образом не хочет никого притеснять, скажу сразу. То есть на данном этапе Абхиманью Дас, да, то есть он выполняет основные обязанности попечителя, он не кровожадный какой-то ракшас, нет, дорогие друзья. То есть это человек очень лояльный, спокойный, справедливый. Да? Поэтому он действует мягко, так, лояльно, постепенно. Да? Соответственно, если решиться сейчас мирно, скажем, без всяких судебных разбирательств, то, я думаю, все будут довольны. Если фонд Бхактивиданта, возглавляемый господином Синкевичем, хочет печатать книги Шрилы Прабхупады, никаких проблем нет. Пусть официально обратится в BBT, получит соответствующую лицензию, то есть что он хочет переводить, издавать, распространять, получит соответствующую лицензию. Лицензия будет нотариально удостоверена, значит, зафиксирована в копирайт-офисе в США, то есть, и все, пусть занимается, никто не против. Точно так же скажу, что если кто-то другой хочет, допустим, издавать книги Шрилы Прабхупады, подчеркну, пока претензии только к фонду Бхактивиданта. Остальные зафиксированы, кто занимается продажей и так далее. Пока к нему. То есть хочу сказать, что с господина Синкевича все началось, то есть досудебные претензии, да, но на нем все может и закончиться.
То есть не будет никаких судебных разбирательств, все спокойно можно завершить, и все будет хорошо. Но если есть два таких существенных «если». Первое. Если господин Сенкевич не захочет вести никакие переговоры с ББТ, то, соответственно, все будет уже передано на рассмотрение суда и так далее. Итак, откуда? Нормально, связь есть? Все есть, да? Да, немножко прерываетесь, но я все слышу. То есть задержка связи, небольшое прерывание, но я все слышу. Надеюсь, что в записи тоже будет все слышно. Да, хорошо. Итак, то есть, если он просто не захочет как бы договориться мирно и спокойно, все будет передано на рассмотрение суда. Да? Это первое «если». Второе «если». По общему правилу, скажем, судебный иск подается по месту нахождения ответчика. В данном случае там, где находится фонд Сенкевича. То есть это Москва. То есть московский суд там, районный будет рассматривать это дело о нарушении авторских смежных прав. И второе «если», как я сказал, если российское правосудие, мало ли, по какой-то причине не захочет рассматривать это дело, вынесет решение заведомо несправедливое, ну, мало ли что, всякое может быть, хотя российское правосудие, я его знаю, мы надеемся, что все будет хорошо, но мало ли что, если вдруг, то все рассмотрение будет передано в суд США. Могу вас заверить, в том числе и господина Сенкевича, что последствия при наступлении второго «если» они будут намного тяжелее, намного. Объясню почему. Давайте я вам покажу один интересный документ. Это официальный документ. Вот он у меня в руках. То есть он также есть на английском. И сразу я буду на русском переводить. Что здесь? Значит, интересный документ. Суд по делам о несостоятельности. Несостоятельность, ну, я понимаю, банкротство. Я думаю, все вы знаете, понимаете, да? Суд о банкротстве. Значит, что здесь? Интересно, значит, у меня выборка. Весь текст от 77 страниц. Вот. Кому надо, интересно, почитайте. Мне, как юристу, было интересно, но я выбрал основное. Итак, о чем идет речь в этом официальном документе? Так называемые реорганизованные должники. Кто это такие? Зачитываю. ITV Production, Искон Калифорния, Бхактивиданта Book Trust International, тот самый Бхактивиданта Book Trust International, да? Дальше. Искон Южной Калифорния, Искон Лос-Анджелес, Искон Сан-Диего. Посмотрите, сколько исконов наплодили. А кто наплодил, знаете? GBC Западная Бенгалия. Я вам открою секрет. Я вам еще один секрет открою, страшный, в конце. Вот. Итак, смотрите, сколько исконов. Искон вообще-то один. Искон, созданный Шрилой Прабхупадой. Да? Я вам показывал. Это бенефициар, в интересах этого бенефициара искон 66 года создан ББТ и так далее. Но GBC Западная Бенгалия, или как она там раньше называлась, наплодили столько исконов, что невероятно просто. Итак, это реорганизованные должники. Значит, это решение судебное 2006 года, то есть 20 лет ему уже, но оно до сих пор актуально. Интересно. Итак, как я уже сказал, это дело о банкротстве. То есть вот эти 6 организаций я вам назвал. Дело о банкротстве. Причем, знаете, они так здесь прям даже в этом документе называются калифорнийские должники, поскольку эти все 6 организаций, они из Калифорнии. ITV Production, эти Искон, и в том числе Бхактивиданта Book Trust International Incorporated. То есть это тоже оттуда. Итак, калифорнийские должники они здесь называются. Дальше, что здесь еще?
Так, калифорнийские должники. Да, мне было интересно, знаете, как юристу, в чем, собственно, претензия к этим калифорнийским должникам и как туда попали разные искон, да, которые их наплодили неимоверное количество, BBT туда попало, и даже ITV, то есть исконовское телевидение. Я еще помню, давно оно было, но сейчас, наверное, уже его нет. Итак, о чем идет речь? О чем идет речь? Так, калифорнийские должники просят суд вынести следующее постановление. Значит, должники намерены начать выплаты в максимально короткий срок после вступления в силу решений суда. То есть они должники, они что-то должны выплатить. Да? Далее. Мне было интересно, если Bhaktivedanta Book Trust International, то есть она себе присвоила сейчас все права на книги Шрила Прабхупады и раздает какие-то несуществующие полномочия, в том числе там и фонду Бхактивиданты, каким-то другим. То есть мне было интересно, если эта организация Bhaktivedanta Book Trust International, не BBT, не путайте с BBT, пожалуйста, если она банкрот, то почему она до сих пор существует? То есть это действующая организация. Я посмотрел специально по реестрам корпораций США. Да, она есть, она существует. Так здесь прописано, смотрите. Должники являются некоммерческими корпорациями, которые связаны с Международным обществом сознания Кришны ИСКОН, хотя они вообще никак не связаны, я сейчас тоже про это поясню. Они себе и название ИСКОН присвоили, все. Итак, должники, которые связаны с Международным обществом сознания Кришны ИСКОН и поддерживают ее религиозные убеждения и учения, должники продолжают владеть своим имуществом и управлять своим имуществом и религиозными центрами в качестве должников. То есть они должны денег, но как бы их не закрывают, платите долги и хорошо. Теперь давайте по сумме долга. Итак, чуть-чуть давайте дальше. Оказывается, кроме этих 6 калифорнийских должников, здесь перечислены еще 6, то есть всего их 12. Помимо, давайте я их все вам оглашу. Итак, ISKCON Television, ISKCON Калифорния, Bhaktivedanta Book Trust International, ISKCON Южная Калифорния, ISKCON Лос-Анджелес, ISKCON Сан-Диего, EGA Incorporated, или Яджа, может, я не знаю, как это правильно, у меня вот перевод. Дальше. Международное общество сознания Кришны Нью Вриндаван Мадхура. Обратите внимание, дорогие друзья, Мадхура – это не США. Я сейчас объясню, почему на это надо обратить внимание. То есть привлекли к ответственности организацию, которая не в США находится. Дальше. Международное сознание Кришны с Западной Вирджинии, община Нью Вриндаван Инкорпорейтед, Cathedral of Healing Incorporated, даже не знаю, что это, то есть каким-то образом они были связаны с ИСКОН и так далее. Сумма долга. Значит, изначально истцы запросили с этих 12 должников, примерно $400 миллионов. В цифру вдумайтесь, 400 миллионов. Но сделали в суде перерасчет, остановились, если не ошибаюсь, на цифре 375 миллионов долларов, не рублей. 375 миллионов долларов должны вот эти 12 контор. Теперь вопрос, кому должны и за что? Значит, к ним были предъявлены, к этим 12 должникам, иски об эмоциональном, физическом или сексуальном насилии. Как вам? Кто-то об этом знал, кто-то об этом впервые слышит. 12 этих контор, которые связаны якобы с ИСКОН, хотя, подчеркиваю, к ИСКОН они вообще отношения не имеют, к ИСКОН Шриле Прабхупаде, они своих ИСКОНов наплодили,
Я вам говорю, кто наплодил. GBC Западной Бенгалии. Это еще та контора. Сейчас я вам про нее тоже расскажу коротко, если времени хватит. Итак, иски об эмоциональном, физическом, сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Значит, телесные повреждения, жестокое обращение и так далее в связи со школами, интернатами, гурукулами, другими школами, региональными службами, религиозными обрядами. То есть неужели на религиозных обрядах они там сексуальное насилие совершали? Ну, здесь так прописано, я читаю, что в документе. Значит, богослужение иной деятельности. Так, еще важное дополнение. Значит, указаны акты злоупотребления в любой форме, совершенных любым лицом, связанных с ИСКОН или аффилированными с ними организациями. Второй важный момент. Аффилированные организации и какая-то там из Мадхуры, какой-то там очередной ИСКОН или кто-то был. Да? Подчеркиваю, два важных момента. Аффилированные организации, что я отсюда подчеркнул важное, и что привлекли к ответственности организацию, которая даже не в США. Я поясню, почему сейчас это важно. Вы вздрогнете, я вам серьезно говорю. Я вздрогнул, когда это понял. Итак, дальше читаю. Значит, неспособность предупредить, раскрыть или предоставить информацию о предполагаемых злоупотреблениях в любой форме и других неправомерных действиях, связанных с ИСКОН или аффилированными с ними организациями. Итак, значит, что дальше? Ну, как я вам сказал, требовали примерно 400 миллионов, уменьшили до 375 миллионов. То есть это 12 организаций, я не знаю в какой пропорции, то есть суд там им разделил, кто сколько будет платить, может поровну, может нет, не принципиально. То есть 375 миллионов они платят уже 20 лет. Почему их не закрыли, как я вам прочитал в судебном решении в этом, что они продолжают свою деятельность, просто платят эти деньги, выплачивают, ну, продолжают работать, в принципе. Ну, по американским законам, наверное, так можно. То есть вот BBT International, подчеркну, она до сих пор работает. Правда, сейчас, по слухам, они сняли вывеску BBT со своего фасада, то есть убрали. Ну, наверное, почуяли неладное, потому что Абхиманию Дас там достаточно активно ведет работу по восстановлению BBT. Ну, наверное, до них что-то дошло. Вот, что они и так должники в банкротстве. Вот. А если сейчас еще к ним предъявят претензии, то им будет совсем плохо. Итак, зачитаю дальше, интересно. Долг 375 миллионов, 29 миллионов долларов США – это услуги адвоката. Цифру вдумайтесь, 29 миллионов. Причем здесь интересно, вот такая ссылочка есть, специально выделил, что это оправданная сумма, потому что по аналогичному делу, значит, которое рассматривалось в Далласе, ну там тоже что-то о сексуальном насилии и так далее в отношении несовершеннолетних, значит, адвокату выплатили 120 миллионов долларов. То есть это гонорар адвоката, 120 миллионов. А здесь адвокат запросил 29 миллионов. Теперь, для чего я вам все вот это вот сейчас рассказываю? Второе, если, я говорил, если будет вынесено несправедливое решение, неудовлетворительное решение, или суд российский откажется, да, рассматривать это дело, дело будет передано в американский суд. Там это не быстро, то есть американские суды не быстрые, но последствия будут тяжелейшие. Объясню почему. Ну, во-первых, я почти уверен, я не могу заранее решать за суд, да, как это будет, не могу, но я почти уверен, что контора господина Сенкевича, фонд Бхактивиданта, нарушает авторские издательские права BBT. Я уверен в этом. Посмотрим, что скажет суд. Если дело будет передано в американский суд, соответственно, я повторюсь, сейчас можно решить дело добровольно, без всяких судов и так далее. Но если господин Сенкевич не захочет это делать, будет передано в американский суд. Там будут включены расходы на адвоката. У этого фонда Бхактивиданта даже на адвоката денег не хватит, чтобы ему заплатить, выплатить, да?
Дальше, соответственно, будут предъявлены все требования не только по Бхагавад-гите, а по всем книгам, которые контрафактом издает фонд Бхактивиданта. Плюс, как вы видели, здесь будут привлечены, как аналогично в этом деле, касательно ИСККОН, будут привлечены все аффилированные организации. Все, которые так или иначе связаны с распространением, изданием книг Шрилы Прабхупады. Касательно в России, и не только. Да? И могу вас заверить, там будет не 12 должников, а гораздо больше. По России, в принципе, это известно, да и как и по всему миру. То есть они все уже есть, зафиксированы. Что касательно России, давайте там по иностранным мы потом разберемся отдельно, когда будет предъявлены претензии к BBT International. Сейчас, что касательно России. Скажу сразу, что все вот эти схемы, которые делает контора Сенкевича, фонд Бхактивиданта, они, в принципе, известны, правоохранителям известны. Вот. То есть под видом там, благотворительности они продают книги и так далее. Не суть, это пусть разбираются там следствие и так далее. Это уже уголовное дело. Сейчас общий гражданский иск. Какие последствия правовые могут наступить? Я не говорю, что они обязательно наступят, но они могут наступить. Если по американским законам к ответственности будет привлечен фонд Бхактивиданта, будут привлечены к ответственности все аффилированные лица. Это ЦОСКАР, это все местные организации, через которые продаются книги Шрилы Прабхупады. Это будут привлечены все там, онлайн-магазины и так далее. То есть должников будет много, очень много. Для кого-то могут наступить уголовные, скажем, уголовные ответственности. Вполне возможно, я не исключаю. Поэтому, для чего я вам это все рассказываю сейчас, так вот долго и обстоятельно. Дорогие друзья, если вы так или иначе связаны с Сенкевичем, с его фондом Бхактивиданта, руководитель ЦОСКАР, руководители местных религиозных организаций, да, храмов, значит, пока еще есть время мирно решить эту ситуацию, мирно решить, подчеркну, да. Пожалуйста, обратитесь к господину Сенкевичу, да, обсудите с ним эту досудебную претензию. Я уверен, он никому не говорит об этом. Нет, но он сказал своим кураторам из-за границы, что это есть. Вот, они там сейчас думают, как выкрутиться из этого. Вот. Обратитесь вы, местные религиозные организации, ЦОСКАР, МОСКАР, все там ОСКАРы, оскароносные, в общем, все, кто к этому причастен. Вот. Все вы знаете, у кого на сайтах, это все зафиксировано, поверьте. Кто продает, по какой цене и так далее. Да? Причем кто-то из гуру продает. Да? Не буду называть сейчас кто, он сам знает. Если будет смотреть, ему скажут. Ну, его, правда, лишили, вроде бы, по слухам, статуса гуру, сейчас тоже об этом скажу. Вот. Выгнали из GBC Западной Бенгалии, лишили статуса гуру. Вот. Но могу вас заверить, он человек очень разумный. Могу сказать, по моему, опять же, мнению, ему это только на пользу. Не надо вам связываться с GBC Западной Бенгалии. Итак, то есть пообщайтесь с господином Сенкевичем. Где-то, ну, я думаю, дней 10, недели 2 у вас есть на это. Если он не захочет идти на компромисс, мирно решить, ну, значит, для вас последствия, для всех аффилированных лиц наступят очень тяжелые. Кто мне не верит, прочтите вот это решение суда 2006 года о банкротстве Бхактивиданта Book Trust International, о всех привлеченных аффилированных организациях. И я вам говорил, подчеркивал, что привлекли даже какую-то организацию из Мадхуры. Американский суд вправе это сделать. Я не говорю, что это случится, но вас могут всех, как аффилированных лиц, привлечь к уголовной, прошу прощения, к ответственности и наложить такие штрафы и компенсации, что вы будете всю оставшуюся жизнь платить и долго и упорно. Не пугаю никого, наоборот, призываю мирно решить эту ситуацию. Сейчас все зависит от господина Сенкевича. Как я сказал, с него все началось, на нем все может и закончиться. Если не захочет мирно решать, ну тогда запускаем, как говорится, жернова правосудия. А теперь хорошая новость
или плохая новость, кому как. Что касательно всех вайшнавов в России. Давайте сначала про GBC. Конечно, дорогие друзья, чтобы вам было понятно, что это за контора. Итак, то касательно GBC, есть такой документ Direction of Management, я специально выделил, он тоже есть на сайте, на официальном сайте BBK, можете открыть, посмотреть. Он на английском языке, заверенный, с апостилем, все как полагается, и плюс переведен на, конечно же, на русский язык. Это непосредственно, вот я читаю на русском перевод, указание по руководству Международного общества сознания Кришны, то есть того общества сознания Кришны, которое Шрила Прабхупада организовал. Итак, что здесь? Значит, в июле 1966 года я, имеется в виду Шрила Прабхупада, учредил общество Международного сознания Кришны, сокращенно ИСКОН, и зарегистрировал его наименование и эмблему. Смотрите, Шрила Прабхупада зарегистрировал название. Эмблему они вроде бы не своровали, они своих налепили, эти GBC Западной Бенгалии. Что касательно наименования, своровали. Вы видели, сколько исконов они наплодили? Вы видели? Это только что касательно в судебном акте перечислено. А сколько еще по миру? То есть, одним словом, в общем, здесь речь идет об ИСКОН Шрилы Прабхупады. Как я говорю, эмблему они не своровали, но название своровали. За это, я думаю, тоже, наверное, придется им ответить рано или поздно. Итак, о чем здесь идет речь? Указание по руководству ИСКОН, который лично дал Шрила Прабхупада. Подписано Шрилой Прабхупадой в присутствии 2 свидетелей. То есть можете посмотреть этот документ, на сайте есть. Итак, что пишет Шрила Прабхупада? Поскольку объем нашей деятельности растет, я считаю нужным создать уполномоченную руководящую комиссию, в дальнейшем GBC. Да? Значит, в 70-м году было принято решение о формировании специального комитета. Значит, моя обязанность, Шрила Прабхупада пишет, заключалась в назначении 12 человек из числа моих последователей по моему собственному усмотрению. То есть Шрила Прабхупада назначил 12 первых GBC. Сейчас мне, знаете, смешно смотреть, немножко смешно и грустно одновременно, когда ритвики спорят, что они там апостолы, только они имеют право инициации давать, значит, GBC Западной Бенгалии себе вообще все права захапал, рулит там направо и налево и так далее. То есть, знаете, смотрю на это и диву даюсь. То есть, как такое вообще возможно? К слову, здесь, да, смотрите, некоторые, скажем, юристы, с кем я тоже обсуждал эту ситуацию, да, тоже они, высказывают свое мнение. Я разных юристов послушал на этот счет, да. И они говорят, посмотрите, они же 50 лет всех обманывают, да. Почему вы раньше-то претензий не предъявляли к ним? 50 лет с лишним они обманывают всех. Мое видение такое, а кто бы предъявил им претензию? Кто? Бали Мардан? Он 50 лет где-то скрывался. Сейчас появился, и то хорошо, да, хоть начал заниматься своими обязанностями попечителя. Кто бы предъявил им претензии? И, на мой взгляд, это большая удача, как хотите называйте, воля Кришны, Шрила Прабхупады, что попечителем, да, был назначен Абхиманью Дас. Это большая удача. Если бы не он, никто бы никогда уже ничего не предъявил. Умер бы Бали Мардан, и на этом все. То есть кто бы стал заниматься BBK? Кто? Никто. Сейчас единственное, фактически, Бали Мардан, да, помогает, а так Абхиманью Дас основную работу все проделывает. Это, знаете, я это также говорю для тех умных, в кавычках, да, которые пишут какую-то чушь в интернете или что-то, какие-то видео записывает. Есть один такой гиперактивный человек, на букву М у него имя, не буду называть, но он поймет, наверное, о ком речь. Он такой гиперактивный, только он не понимает сам, что пишет, что говорит и так далее. У него есть такие некие претензии. А как же так, Абхимани, он ничего не делает, он то-сё, он только говорит. Поверьте мне, Абхиманию делает много.
Если вы хотите быть попечителем BBT, обратитесь к Абхиманию, он вас назначит. Но скажу сразу, там зарплаты нет, там только одни обязанности. Только обязанности. Вы обязаны это, обязаны это, обязаны это. Все. Если что-то не так, значит суд в Америке над вами будет, как над плохим попечителем. Вот. Поэтому, на мой взгляд, Абхиманию делает все и даже больше. Если хотите помочь работе BBT, хотите помочь восстановить ИСКОН. ИСКОН пресс, к слову, восстановлен, все в порядке. Теперь осталось только ИСКОН восстановить. Вот. Хотите помочь? Помогите. Вот. Не хотите? Нет проблем. Мы справимся без вас. Итак, давайте вернемся к указаниям Шрилы Прабхупады по поводу руководства ИСКОН. Итак, 12 первых он назначил. Дальше. Что интересно здесь написано? Саньяси, да? Так, ну, то есть Шрила Прабхупада посвятил саньясу, отреченный уклад жизни, некоторых своих учеников. Саньяси будут путешествовать по нашим центрам с целью чтения проповедей и просвещения членов центра для их духовного совершенствования. Предполагается, что саньяси будут открывать в подходящих местах новые предложения. Итак, еще раз, что такое GBC? Уполномоченная руководящая комиссия. Она внутри ИСКОН, не дна ИСКОН, как сейчас GBC Западной Бенгалии. Она внутри ИСКОН, внутри, а не над, чтобы вы понимали, что такое GBC. Сейчас что творит GBC Западной Бенгалии? Это очень круто, очень интересно. Ну, давайте вернемся сюда, значит, к руководству. Итак, GBC, функции GBC осуществляет надзор за всеми операциями и руководством ИСКОН. Это надзорный орган, надзорный, просто смотрит и дает указания, если что-то не так. Не назначает гуру, не снимает гуру, не назначает президентов храмов. Нет, это надзорный орган GBC. Да, важный, потому что Шрила Прабхупада о нем четко написал, но он внутри ИСКОН. Итак, дальше, смотрите, первых 12, значит, выбрал Шрила Прабхупада. Дальше что он пишет? В последующие годы состав GBC будет избираться голосованием всех президентов храмов, которые будут избирать 8 человек из числа всех президентов храмов. И еще раз. У меня вопрос в связи вот с этим. Пункт 2, да? Смотрите, последующие годы будут избираться голосованием, значит, всех президентов храмов, 8 человек из числа президентов храмов. Вот у меня вопрос к президентам храмов, ну или директорам местных религиозных организаций. Вот у меня вопрос. Вы когда-нибудь кого-то в GBC избирали? Нет. А вы избирались когда-нибудь как президент храма в GBC? Нет. Это я сейчас говорю о GBC Западной Бенгалии. Вот Шрила Прабхупада про свой GBC четко написал. Да? А посмотрите, что творит GBC Западной Бенгалии. Они разве исполняют волю Шрилы Прабхупады? Да вы что, никоим образом. Вот сами-то прочтите. Президенты храмов избирают GBC и из своих президентов храмов. А посмотрите, кто сейчас в GBC. Сейчас, секунду. Я даже специально сделал такую выписку. Я взял какой-то там, я не знаю, там прошлогоднее, что ли, или какое-то там решение GBC. GBC Западной Бенгалии, прошу прощения, не путайте с настоящим GBC. Итак, давайте, вот я вам просто прочитаю, давайте немножко отвлечемся от серьезных вещей и немножко юмора добавлю, да, чтобы вам не так грустно было. Итак, смотрите, значит, назначение GBC, должностные лица. Ага. Ну, его святейшество, его милость и так далее. Вот это, конечно, ну вот, дорогие вайшнавы, вот, конечно, это не мое дело, я не лезу в какие-то там религиозные тонкости и нюансы, да, но просто вот, ну, знаете, одно из качеств вайшнава – это скромность. Вот здесь эти вот святейшества и милости, они прямо от скромности явно не умрут.
Какие вы себе титулы раздаете? Какие ваши святейшества и ваши милости? Вот вы откуда это взяли? У вас должен быть один титул – Дас или Даса, слуга Бога. Все, все, никаких титулов. Какие вы, милости, какие, извиняюсь, святейшества? Кто вас этому научил? Кто? GBC Западной Бенгалии, они себе там титулы раздают, и вам там заодно что-то перепадает. Ну вы хоть голову-то включайте. Откиньте свой религиозный фанатизм и включите голову. Какие титулы? Дас, все, вот титул один. У меня вопрос по этому поводу. Есть документ 9 июля 1977 года о назначении ритвиков, да, и там Прабхупада в этом документе, это документ, сразу скажу, много кто не знает, этот документ, есть вероятность, что это фальшивка, конечно, но просто вот там, например, тоже написано, там, его милость такой-то, такой-то даст. То есть у меня вот вопрос. Прабхупада сам, ну вот это письмо сомнительное, конечно, 9 июля, скорее всего, это фальсификация, вот. Есть ли где-то еще в документах Шрила Прабхупада называет вот своих учеников его милость там такой-то, такой-то даст? Не могу сказать. Я слышал, допустим, такой мнение. Я не видел этот документ, не могу сказать, то есть насколько он легальный или нет. Я слышал такое мнение. Ну как же так? Вот Шрила Прабхупада, например, у него титул «Его божественная милость». Да? Я говорю, ну не путайте себя с Прабхупадой. Да? Вот когда вы будете ачарьей, тогда вы можете от своих учеников себя Шрила Прабхупада так никогда не называл. Никогда. Его называли так ученики. То есть, во-первых, вы не Прабхупада, чтобы себя такими титулами наделять, вы не ачарья. Да? Второе. Хорошо, вас называют ученики. Ну, получается, вам это нравится. Ваше святейшество, ваша милость. Вас ученики называют. Так скажите ученикам, дорогие ученики, не надо меня так называть. Не надо. Я Даса, я слуга Бога, этого достаточно. Но вам же нравится, когда вас его святейшество, его милость. Вы откуда этого набрались? Вот откуда? GBC Западной Бенгалии. Они здесь всем рулят, они вам титулы раздают. Ладно, давайте вернемся. Итак, значит, что касательно титулов. И еще, пардон, я извиняюсь, чуть не забыл. Вот это, Махарадж, да? Как это? Махарадж. Это тоже GBC Западной Бенгалии вас научила. Вы хоть знаете, кто такой Махарадж? Махарадж, великий царь, да? Ну, я не беру там, допустим, Бали Махарадж, это, ну, просто уровень недостижимый. Вы это с какого перепуга все Махараджами стали? Вот откуда вы это себе придумали? Даже если просто взять значение слова Махарадж, зайдите там, не знаю, в Википедии, там словари какие-то, полно. Махарадж, великий царь, да. Ну, смотрите, значит, что там? Во-первых, основное, да, почему он Махарадж, у него есть земля во владении, то есть он владеет землей, не огородом, не дачей, а землей, на которой там города, деревни там и так далее, да. Соответственно, значит, у него есть земля, ну, там, как минимум, дворец, там, что-то еще и так далее, да. Ну, вы-то какие махараджи? С какого перепуга вы махараджами стали? То есть, ну, я говорю, вы откиньте религиозный фанатизм. Какие махараджи-то? У вас все махараджи сейчас сплошь и рядом. То есть вы хоть, ну, как-то себя хоть не позорьте, что ли. Ну, не знаете это слово, да? Не знаете, что оно обозначает. Ну, замените другим. К слову, вот сейчас, да, ну, по российским законам как-то не принято использовать иностранные непонятные слова, да, то есть принято русскими какими-то аналогами заменить. Вот русский аналог слова Махарадж, знаете какой? Великий князь. Ну вот обращайтесь, великий князь Тунеев, там великий князь, кто там, Хакимов, да, это великий князь. То есть не надо Махарадж, но вы не понимаете значение слова. Великий князь используйте. И все будет правильно. Вот, никто не в обиде. Вот. Ну, а если вам скажут, ну, извини, я не заслуживаю титула великий князь, просто Даса меня называйте. Вот. Это я касательно великих князей. Вот. Все великие князья у нас. Ну, это прям поразительно. Итак, значит, давайте вернемся к GBC Западной Бенгалии. Ну, помимо титулов и Махараджи, это мы с вами посмотрели. Теперь давайте гляну, прям выписал. Значит, смотрите, что здесь интересного. Мало того, что эта контора
сама по себе странная, да? То есть зачем ее в Западную Бенгалию переносить? Смысл? Вам что, искона Шрила Прабхупады не хватает? Вы его зачем в Западную Бенгалию перенесли? Ну ладно, это отдельно. Так у них министерства есть, министерства, понимаете? И министры там, внутри GBC. Я вам прочитал, что такое GBC. Это надзорный орган, а у них уже министры, министерства и так далее. Смотрите, значит, министерство. Так, значит, служение божествам. Замечательно. Министр есть. Молодежное служение искон. Министр есть. Министерство распространения книг. То есть я читаю министерство, у них у всех есть министры. Министерство связи, Министерство защиты коров сельского хозяйства, Министерство образования, Министерство развития фондов, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Министерство юстиции. Ох как! Министерство юстиции, то есть это уже государство в государстве. Значит, комитет по разрешению споров искон внутри министерства, Министерство юдейства, так, Министерство пеших прогулок. Вот какое министерство есть. А вы говорите, Министерство пеших прогулок. А министр знаете кто? Сейчас не знаю, был Лаканатх с вами. Сейчас он, по-моему, умер или нет. Ну, в общем, не столь важно. То есть министр с вами. Саньяси, министр пеших прогулок. Значит, Министерство здравоохранения. Но это старое, я повторяюсь, может, кто-то уже умер из этих саньяси. Значит, министр Прахлананда с вами. Бир Кришна Дас Госвами. Это все министры. Дальше. Министерство услуг для саньяси. Вот вы здесь не находите противоречий. Саньяси – это отреченный образ жизни. А здесь Министерство услуг для саньяси. Вот это круто. Меня, честно говоря, впечатлило. Какие услуги для саньяси? Шрила Прабхупада четко написал, саньяси должны все странствовать по всему миру, открывать новые храмы. Какие услуги для саньяси вы придумали? Это GBC Западной Бенгалии, не верите мне, откройте их решение, посмотрите, вот официальный документ. Дальше. Комитет по распределению строительных грантов. То есть они гранты строительные распределяют. Не те авторские отчисления, которые от BBT должны идти, они свои гранты уже пилят в полный рост. И как вы думаете, кто там по распределению грантов? Что за министры? Сейчас вам прочитаю. Рамай с вами, Бхану с вами, Девамрита с вами. Ну все, и на подхвате у них какой-то Хридай Чайтанья Дас. Все, остальные с вами, они все пилят бюджеты какие-то строительные. Ну какие они саньяси-то после этого? Ну я просто о веселом. Вот. Дальше, значит, комитет по выдвижению кандидатов в GBC. Смотрите, кандидаты в GBC. Шрила Прабхупада четко написал, как должны избираться GBC из президента в храм. Нет, у них комитет есть. Вам зачем комитет-то? Вот же указания прямые Шрила Прабхупады. Вы что там клоунаду устроили? Команда GBC BBT даже есть. Комитет по вайшнавскому календарю. Тоже все с вами там. Все министры, все с вами, Госвами, все там. Комитет по оказанию услуг гуру. Итак, смотрите. Министерство услуг для саньяси – это одно, а другое – комитет по оказанию услуг гуру. И это еще один. Ну и, соответственно, конечно, там тоже все эти с вами, как полагается. То есть, ну какие вы с вами после этого, если вы уже не с вами? Вот. Ну, на этот счет, знаете, обратитесь к ритвикам. Они это дело любят. У них масса фактов, доказательств относительно всех этих с вами, госвами, у кого сколько денег, кто педофил, кто с кем там и чего. Вот у них масса фактов и доказательств. Вот это к ним. Да. Я сейчас просто... Хоть какая-то польза от ритвиков есть. Ну, польза бессомненная. Но, по крайней мере, вот смотрите, вот я думаю так, что все вайшнавы, они так или иначе, я имею в виду те, кто следует, ну, скажем, по стопам Шрилы Прабхупады, да, они так или иначе, они стараются, каждый по-своему, да. Нет проблем, то есть, ну, ритвики, но они своеобразные. Я, допустим, когда был в Индии, в Тирупати, классный храм там, кстати,
Вот. Помню, как раз Радханатху оттуда выгнали чуть ли не пинками. Вот. Но это так, небольшое замечание. Вот. Но храм у них, правда, хорошие, преданные. Огромное количество там людей на праздники приходит. Вот. Но, скажем, смысл в чем? Они нормально там с ритвиками общаются. У ритвиков где-то свой храм, какая-то ферма там у них и так далее. Да? То есть нормально они контачат, взаимодействуют. Ну, нашли какие-то общие, скажем, интересы. Ну, общий интерес Прабхупады. Какой еще общий интерес? Ну, одни просто по-своему делают, другие по-своему. Да? А с другой стороны, а что бы не объединиться и не восстановить ИСККОН? И спорить тогда не надо. Но они не хотят. Одни апостолами себя возомнили, а другие руководящим органом каким-то. Хотя они просто комиссия небольшая. Вот. Ну так вот, то есть, как видите, здесь прям круто. У них, между прочим, свой бюджет, вот я посмотрел на этот год, все, тут у них бюджет сверстан, сколько денег, кому, как, чего. С другой стороны, это правильно, бюджет должен быть. Вот. Но когда саньяси министрами, это прям впечатляет. Вот. Итак, давайте вернемся к указаниям Шрилы Прабхупады по управлению ИСККОН. Как я вам говорил, прочитайте, если не верите, особенно касательно президентов храмов, что из президентов храмов и президенты храмов выбирают GBC. Вот это указание Прабхупады. Что творит GBC Западная Бенгалия? Ну, это вы у них спросите. То есть пусть они вам пояснят. Цоскар пусть пояснит. К слову, сейчас глава Цоскар, не знаю, как его там зовут, он уже все тоже в GBC Западной Бенгалии. Хакимова выгнали, по слухам, то есть лишили статуса гуру, а, наверное, вместо него взяли вот этого главу Цоскар. Вот. Так что обращайтесь к главе Цоскар, он вам объяснит, что такое GBC Западной Бенгалии. Итак, далее. Далее, секундочку, сейчас я... Так, вот у меня этот документ, указание Шрилы Прабхупады. Так, далее читаю. Итак, из президентов храмов и президентами храмов выбирается GBC. Срок полномочий GBC составляет 3 года. Все. 3 года побыли, до свидания. Но по завершении 3 лет могут быть переизбраны. Ну, если хороший президент храма, он может и дальше переизбираться. Дальше, смотрите, основная обязанность GBC является организацией открытия новых храмов и поддержания уже существующих храмов. О чем я вам говорил? Да? Помните вот этот фонд, который делится? На что он должен идти? Строительство новых храмов, поддержание старых храмов. Вот это как раз одна из обязанностей GBC. Куда они залезли? Вот куда, спрашивается, они залезли? Вот их обязанности прописанные. Тут еще просто вопрос возникает, а где деньги-то? Куда уходят деньги? Ну это... Сейчас я поясню, куда они уходят. Это тоже будет интересно. Итак, дальше, что пункт 7. GBC будет консультировать по вопросам, консультировать, не указания давать, кого назначить, кого гуру сделать, кого лишить статуса гуру. Будет консультировать по вопросам приобретения имущества, покупка которого должна осуществляться от имени ИСККОН. ИСККОН покупает храмы, ИСККОН. То есть, если вы не знаете, дорогие вайшнавы, что местные религиозные организации, вот имущество вы купили, допустим, себе здание под храм, да, или там что-то, оно ваше, оно местной религиозной организации принадлежит. Не Тунееву или кому-то там, а ваши местные религиозные организации, не ЦОСКРу, МОСКРу, это ваши, поэтому регистрируйте на себя. К слову, я очень много делал пожертвований на строительство храма в Нижнем Новгороде. То есть там хороший преданный строит там, в основном на свои деньги. Я не знаю, сейчас строит или нет, но строил храм очень классный. Нижний Новгород вообще такая там, крутая община вайшнавская всегда была. Храм там хороший. И он строил новый. Я много делал пожертвований, потому что я видел классный проект. То есть я видел, что человек искренне прям молодец, вот старается, да. Но когда я увидел, что Тунеев туда засунул свой нос и свои руки, я мгновенно прекратил все пожертвования. Мгновенно прекратил. То есть я не буду его обсуждать, этого человека странного. Вот.
тоже Махарадж, великий князь. Вот. Значит, я хочу напомнить, что Вадим Тунеев сейчас находится в розыске на территории Российской Федерации. Ну вот, я думаю, это закономерно. Вот. То есть это человек, который обманул всех, вывел за границу не просто миллионы долларов, а десятки, может, сотни миллионов долларов. По слухам, я не знаю, я не видел документов, но по слухам он получает по слухам, повторюсь, недостоверной информации, требует проверки, он получает от фонда Бхактивиданта, от Синкевича, 30% от реализации книг. По слухам. И это еще будут проверять компетентные органы. Вот. То есть он обманул всех. Я лично, к слову, с вайшнавами общаюсь с 1989 года. Я не имею инициаций, пока не нашел гуру достойного, вот, но я надеюсь, будет. Вот. Потому что сейчас все гуру фактически GBC Западной Бенгалии, а там, сами видите, что там творится. Вот. С 1989 года. То есть я в курсе как бы всех там событий, что, кто там, вот, и так далее. Но я так же, как и многие из нас, я тоже жертвовал деньги на строительство храма этого замечательного в Москве, который должен же был быть, да? Но где он? И когда великому князю Тунееву задали вопрос, а где деньги-то? Храма нет, а деньги-то где? Вот. Этих, кто задавал вопросы, быстро отлучили от GBC Западной Бенгалии, запретили в храмы ходить, которые относятся к GBC Западной Бенгалии. Вот. Поэтому, к слову, да, смотрите, вот, дорогие президенты храмов, там, дорогие вайшнавы, будете задавать такие вопросы, смотрите, и вас отлучат от GBC Западной Бенгалии. Не от ИСККОН, к ИСККОН они отношения не имеют. От GBC Западной Бенгалии. Но, могу вас заверить, вы ничего не потеряете, я сейчас объясню почему. Итак, значит, смотрите, на 3 года, да, значит, могут быть избраны. Основная обязанность GBC – организация открытия новых храмов, поддержание существующих. Значит, GBC будет консультировать по вопросам приобретения. Президент храма может быть отстранен GBC при одобрении местных членов храма. То есть, я думаю, это разумно. GBC все-таки осуществляет некую контрольную такую функцию, да, смотрит. И если какой-то президент храма начинает деградировать, соответственно, GBC может запросить у местной религиозной организации отстранить его и каким-то другим заменить. В принципе, все, вот все полномочия. А дальше, значит, что пункт 9. Что касается моих книг, пишет Шрила Прабхупада, я создаю отдельный орган управления, именуемый Бхактивиданта Бук Траст. Попечители данного органа также входят в состав совета в GBC, но их деятельность не зависит от GBC. Вот я спросил у Абхиманию, я говорю, Абхиманию, когда-нибудь вот попечителей BBT приглашали в GBC Западной Бенгалии? Нет. То есть о чем это говорит? Это не GBC, о котором пишет Шрила Прабхупада. Это вообще отдельная организация, которая там сама по себе ворочает, напридумывали разных ИСККОН, накашляли долгов на 375 миллионов, вот, которые до сих пор платят. Еще интересно, обратите внимание, вот GBC Западной Бенгалии, она фигурирует везде, вроде, да, всем указания раздает, назначает, да, но ни в каких делах ее нет. Вот я пытался найти документы, какие-нибудь судебные или какие-то, но их нет нигде. Вот даже какой-то там из Мадхуры кого-то там привлекли, да, в качестве там соответчика. GBC Западной Бенгалии нет. То есть это интересная организация. У них пальцы во всех пирогах, но отпечатков нет. Очень интересная организация. Итак, в общем, кому надо, почитайте, вот особенно касательно президентов храмов, как должны избираться GBC, чем они должны заниматься. Когда ИСККОН будет восстановлен, тогда будут правильно избираться GBC и так далее. Вот. Повторюсь, хотите помочь в восстановлении ИСККОН, обращайтесь пока в BBT, официальный сайт есть, Бхактивиданта Бук Траст. Напишите, там есть email, то есть хочу помочь, чем помочь. Может, вы классный юрист, международник, может, вы просто хотите пожертвование сделать, может, вы классный редактор. То есть любая помощь приветствуется.
Хотите помочь восстановлению искон Прабхупады? Помогайте. Не хотите, мы на вас не обидимся. Теперь еще одна новость, как я говорил, кому-то хорошая, кому-то плохая, касательно местных религиозных организаций, ну, в том числе ЦОСКАР там, и так далее. Есть такой интересный сайт, он называется USPTO, ну, USPTO, да? Это официальный сайт, где размещена информация о разных корпорациях и так далее, да? Вот. Можно там просто в поисковике, ну, я думаю, там будут вот сейчас какие-нибудь картиночки, там вам поставит Аватхута, чтобы вы посмотрели, где это найти, как что. Не верите мне, проверьте сами. Значит, просто в поисковике набираете «Искон», например, да, я набрал «Искон». И что интересного? Смотрите, вот у меня вот такая бумага, но она у вас будет где-то на экране, да, там покрупнее. Считаю. 1, 2, 3, 4, 5, и где-то еще был 6 искон. 6 искон. И это прям впечатляет. Значит, меня насторожил первый. Причем, вот смотрите, здесь вот красненьким написано dead, мертвые. Но это те исконы, которые они уже убили. Они их создали, а потом убили. Меня насторожил первый искон, потому что написано, что создан в Нью-Йорке. Как вы знаете, искон Шрилы Прабхупады тоже в Нью-Йорке. Я буквально за сердце схватился. Я думаю, неужели они убили искон Прабхупады? Нет, то есть все в порядке. Так, секундочку. Сейчас я включу питание. Итак, думал, что они убили искон Прабхупады. Нет, нет, то есть, слава богу, все в порядке. То есть, это как искон, который был там зарегистрирован непонятно где, по другому адресу, но тоже искон, понимаете? Вот, опять же, ответ на тот вопрос, как они такой беспредел себе могли позволить? Ответ простой. А кто бы им предъявил претензии? Кто? Сейчас BBT может им предъявить претензии. Да, может. Когда будет восстановлен искон Прабхупады, искон им предъявит претензии уже. Все. А раньше кто? Они творили, что хотели. Итак, 6 искон. Да? А также здесь, вот когда вы наберете искон, вам вместе с исконами еще появится такая организация, которая называется ISKCON GBC, Government Body Commission International Society for Krishna Consciousness. То есть тот самый GBC Западной Бенгалии. Именно если вы кликните, то есть там написано GBC Западной Бенгалии, то есть тот GBC, о котором я вам сегодня говорю. И теперь знаете где? Вот смотрите, логика. Местные храмы российские. Вы относитесь к ЦОСКАР. ЦОСКАР относится к GBC Западной Бенгалии. А GBC Западной Бенгалии теперь знаете где? И это называется так. Бхактивиданта Холдинг Корпорейшн зарегистрирован в офшоре. То есть вы теперь, дорогие вайшнавы, российские и все остальные, вы не ISKCON. Вы теперь Бхактивиданта Холдинг Корпорейшн. Все. В офшоре. И, скорее всего, могу предположить, что все ваши деньги текут в офшор. Вот и все. То есть в этом офшоре Bhaktivedanta Holding Corporation, ну, по крайней мере, хорошо, что он в штате Делавэр находится в США. То есть там будет проще с ним судиться и все такое, по крайней мере, в США. Они туда перевели все, что осталось. Какие-то исконы, которые еще остались, перевели туда GBC в этот холдинг, значит, перевели какой-то фаундер Ачарья Шрила Прабхупада International, ну, в общем, что-то такое, какие-то свои там, какие они нафантазировали организации, они их туда.
То есть, дорогие вайшнавы, вы теперь даже не GBC Западной Бенгалии, вы теперь Бхактивиданта Холдинг Корпорейшн. К сожалению, к Искон Шрила Прабхупады вы отношения не имеете, потому что Искон Шрила Прабхупада еще не восстановлен. К слову, у меня есть документ, официально он, по-моему, тоже на сайте BBT есть, где от 25 года, да, вот, свидетельство о регистрации религиозной организации. То есть, что здесь? Давайте я вам прочту. Международное общество сознания Кришны в настоящее время является бездействующим и было создано 13 июля 1966 года. Искон Шрила Прабхупады. Бездействующая организация. Зато это GBC Западной Бенгалии уже все. И холдинг соорудили в офшоре, и исконов наплодили сотни. Искон Шрила Прабхупады бездействующий. Куда GBC Западной Бенгалии смотрит? Куда? Вы куда смотрите, дорогие вайшнавы? Вы куда смотрите? Вы почему вопрос не задаете? Можете себе смело теперь на храмы, на ваши, повесить вывеску Бхактивиданта Холдинг Корпорейшн, штат Делавэр, USA. Все, теперь вы там. Вас туда загнали. Поздравляю. Итак, пункт 2. Значит, учредителями общества являются Бхактивиданта с вами, Кэрол Беккер, Раймонд, регистрирована как религиозная организация, адрес такой-то, в Нью-Йорке, 2-я авеню и так далее. Дальше. Настоящие свидетельства подготовлены и оформлены в соответствии со статьей 22 Закона о религиозных организациях и подпись «Менеджер по управлению в кризисных ситуациях из издательства Бхактивиданта Траст Андрей Хмельницкий, он же Абхиманью Дас». То есть Абхиманью Дас является кризисным менеджером, управляющим по кризисным ситуациям в Искон. Я вам говорил, что Абхиманью восстановит Искон, он его восстановит. И вот тогда вы уже можете быть в Искон, если захотите. Никто вас туда не будет загонять. Хотите быть в Бхактивиданта Холдинг Корпорейшн в офшоре, пожалуйста. Хотите быть в Искон Шрила Прабхупады, пожалуйста. Еще раз подчеркну, дорогие друзья, что никто не будет там с вами воевать, никто не хочет вас ущемлять в каких-то правах. Хотите быть слугами великих князей Махараджи, пожалуйста. Хотите быть в Искон, пожалуйста. То есть ваше право, решайте, как вам больше понравится. Для тех, у кого еще есть возможности аналитически мыслить, да, неким образом развиты способности к анализу и к умению делать выводы, делайте выводы, пожалуйста. Для тех, кто, знаете, в растерянности, а как же так, что же теперь делать? Дорогие друзья, решение всегда есть. На мой взгляд, решение простое. В качестве совета никоим образом там вас не отговариваю, чтобы кто-то что-то не думал. Решение простое, то есть собирайте собрание местной религиозной организации, да, перерегистрируйте устав в соответствии с требованиями Искон, настоящего Искон Шрила Прабхупады. Если вам нужен такой Искон, устав, я вам помогу, нет проблем. Вот. Собирайте собрание местных религиозных организаций, вот. Извинитесь перед BBT, желательно публично, что вас ввели в заблуждение относительно книг, вас заставляли продавать эти книги контрафактные. Извинитесь, что вы не знали, то есть вы действовали под влиянием обмана и заблуждения. Вот. В принципе, все. То есть перерегистрируйтесь просто и делайте то, что вы делали, но правильно. Если вы хотите быть в Искон, значит, пожалуйста, следуйте наставлениям Шрила Прабхупады, а не Бхактивиданта Холдинг Корпорейшн из офшора. В принципе, все. Так, что ж, дорогие друзья, это вот коротко, что я вам хотел рассказать. Я буквально подытожу минутку. Основное, пожалуйста, свяжитесь, все заинтересованные лица, кто причастен к торговле и распространению контрафактных книг, свяжитесь с господином Синкевичем, вот. У него досудебная жалоба, обсудите, как, что и так далее. Времени дней 10, может быть, 2 недели до того, как
будут запущены иски. Попечитель ББТ предлагает это решить мирно, спокойно, без судебных разбирательств. Если, напомню, два если Сенкевич не захочет мирно решать, значит, будет передано в суд. Если российское правосудие не найдет какого-то компромиссного решения судебного, значит, это будет передано на рассмотрение суда в США. А там последствия, я вам говорил, там будут последствия более тяжелые. Так, ну, может быть, какие-то вопросы есть? Ну, я хотел бы сказать вам спасибо, что вы, как юрист, действительно настоящий юрист, повествуете очень логически выверенно и держите четкую, ясную линию. Даже если вы делаете какие-то лирические отступления, заметки на полях, то потом возвращаетесь к основному вопросу. Это очень здорово, потому что я вот себе тут выписываю вопросики, а потом вы раз и вернулись. Или вот, например, вы делаете утверждение, а мне хочется задать вопрос, а почему? А вы потом в следующем предложении говорите, а почему, а потому что? И вот многие такие вопросы, которые у меня были, они закрылись. И я бы хотел для зрителей особенно подчеркнуть такой момент, что чтобы не создавалось такое впечатление, что сейчас у ЦОСКРа в лице вот этого фонда, которым Андрей Сенкевич владеет, да, отбирают как бы право на издание Бхагавад-гиты, вы четко ясно ответили, что если они хотят заниматься издательством Бхагавад-гиты, то без проблем, пусть они получат официальную лицензию, пусть делают по закону все правильно и четко, и пусть занимаются служением, издают книги, никто их не ущемляет, никто их ничему не ограничивает. Просто нужно перестать обманывать людей, нужно перестать издавать контрафакт, и нужно, в общем, следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, потому что его наставления мы не можем игнорировать вот в отношении тех документов, где Прабхупада поставил свою подпись и свое волеизъявление, да, изъявил. Вот. Мы, как преданные его, как его последователи, не можем это игнорировать. Почему это игнорирует ЦОСКР, почему это игнорирует Сенкевич, это большой вопрос. Вот. Это вопрос уже к ребятам, может быть, они ответят, хотя навряд ли. По поводу, хотел еще такую сделать ремарку, не знаю, вот такой вопрос на обсуждение, может он будет риторическим, просто извиниться такой организации, как ЦОСКР, ввиду, так скажем, представителей этой организации, потому что за вот эти годы, десятилетия ЦОСКР формировали в пастве отношение к руководству, к административному, прошу подчеркнуть туда, к руководству, что это руководство, оно свято и чисто, и что руководство не может ЦОСКРа ошибаться, и вот этот репутационный удар, который вы предлагаете им самим же себе нанести, да, извиниться, да, за то, что они делали, они, безусловно, нарушили наставления Прабхупады, они, безусловно, нарушили законодательство, как Российской Федерации, так и, значит, американское законодательство, где Прабхупада все регистрировал. То есть, как мне кажется, это будет очень серьезный, это серьезное непреодолимое препятствие для ЦОСКРа, потому что это репутационный удар. То есть это руководитель ЦОСКРа, в частности, вот Сенкевич Андрей должен сказать будет, я вот тут вас обманывал, либо меня ввели в заблуждение, и вот тут все делали мы неправильно, поэтому простите, извините. То есть это серьезный удар будет, и я уверен, что на это ребята не пойдут. Мне почему-то так кажется, что они в каких-то более таких мелких моментах вот не могут перешагнуть через вот ложное эго. А здесь вот в такой серьезной части, мне кажется, это будет означать крах просто ЦОСКРа, и ну, очень много людей разочаруются. Ну, я вообще в этом проблем никаких не вижу. То есть, ну, разочаруются они в ЦОСКР, и что такого? В Прабхупаде-то они не разочаровались. Нет. Прабхупада жив и здоров. Сейчас вот этот треугольник ББТ, Искон Пресс, это и есть Прабхупада. Все. Либо вы с Прабхупадой, либо идите с ЦОСКР дальше. Никто не против. Как хотите. Опять же, ну какие у них репутационные потери? Ну, пусть, я не знаю, ну, прикинутся белыми пушистыми, скажут, ну, ребята, нас обманули, мы сами, вот видите, ай-яй-яй, как же так, мы все равно с вами, давайте, мы все равно будем вашими храмами руководить, там, местными религиозными организациями, но уже вот как Искон. Да никто не против. То есть хотят следовать наставлениям Прабхупады, пожалуйста, не хотят, пусть идут своей дорогой, ну, вот же идут сейчас ритвики своей, значит, эти GBC Западные Бенгалии, теперь они там Бхактивиданта Холдинг Корпорейшн, они своей дорогой идут.
Да и в мире же много вайшнавских организаций. То есть не только ИСКОН, не только там ЦОСКР, МОСКР и остальные. Да, их много. И в Индии много, там где-то в мире много наверняка. Каждый идет какой-то своей дорогой. Ну пусть идут, им никто не мешает. Но те, кто хочет идти все-таки по стопам Прабхупады, все указания есть. Повторюсь, BBT восстановлен, ИСКОН пресс восстановлен. Следующий будет восстановлен непосредственно ИСКОН, а он будет восстановлен, потому что это бенефициар. Он будет восстановлен по-любому. Вот. Ну, в принципе, я говорю, хотят идти своей дорогой, пусть идут. Мы им не мешаем, они нам не мешают. Никаких проблем. Еще у меня такой вопрос, наверное, уже на отвлеченную тему, потому что вы все достаточно четко, ясно, последовательно изложили. Я думаю, что даже мы в рамках такой темы огромной, да, вот вы изложили все достаточно коротко, даже вот эти, по сути, сколько уже там, около 2 часов мы разговариваем. По сути, даже вот такой объем информации, он очень хорошо уложился в это достаточно непродолжительное для этой темы время. Поэтому я думаю, что это прям такой очень хорошая лекция для того, чтобы вообще люди могли разобраться в этой ситуации. Потому что ключевым элементом всей этой истории является отклонение от наставлений Шрилы Прабхупады. То есть ключевой момент, можно сказать, а что такого? Ну, тут одна организация, тут другая. Мы же, типа, правовые поля везде разные в разных государствах. Давайте вот тут так будем делать. Какая разница? Мы же за Прабхупаду, а нет. Прабхупада изначально курс обозначил, как должно действовать, как должна работать организация, чем должны заниматься GBC. И вот поэтому тут, в принципе, с обсуждаемой темой все понятно. Я думаю, что если у кого-то будут вопросы, в комментариях они их зададут. Можем провести еще один эфир с ответами на вопросы. Вот. У меня вопрос такой немножко отстраненный, но связанный также с этой темой. В последнее время, в частности, вот в моем городе, где я нахожусь, в других городах, где я тоже бывал, есть такая история, что ЦОСКР, руководители ЦОСКРа, они запрещают людям посещать храм. Вот вы, как юрист, можете ли дать какую-то правовую оценку вот этим вот решениям, да? Подчеркну, люди адекватные, то есть никто там не трогает женщин, например, за причинные места, никто в пьяном состоянии не приходит, никто там на алтарь не лезет, никто ничего там не разбивает, не крушит. Нет, просто люди, ну так скажем, подвержены репрессиям по идеологическим соображениям. То есть, допустим, они не согласны в чем-то с решением руководства, либо вопросы какие-то неудобные задают, и их просто запрещают. Вот как вы, как юрист, можете ли дать какую-то вот правовую оценку, что действительно могут ли они вот юридически запретить кому-то посещать храм Кришны? Вот за то, что кто-то просто вот с ними не согласен в чем-то. И что делать? Вопрос хороший. Ну, давайте сначала посмотрим просто на ситуацию здравым смыслом, скажем так. Вот, например, как запретить, скажем, мусульманину приходить в храм Христа Спасителя? Как ему запретить? Никак. Каким образом? Никак, это невозможно. То есть он хочет туда зайти, посмотреть, не знаю, там, помолиться, ну, я не знаю, как там у них по канонам религиозным, там можно, нельзя, но сам смысл. Или, например, кто может запретить зайти в синагогу? Да никто. То есть, если человек выглядит адекватно, то есть, ну, он там не пьяный, там, извиняюсь, ни с ножом, ни с пистолетом, да ради бога, то есть нормальный гражданин, с точки зрения юридической у нас свобода вероисповедания. То есть как запретить? Вот на каком основании они запрещают? То есть какое основание? Что им не хочется или что? Ну вот они, допустим... Ну, я бы, знаете, я бы что сделал на месте тех, кто запрещают? Я бы написал заявление в полицию о возбуждении административного, скажем, административного дела. Вот, это не уголовное, это административное. Ну, штрафчик бы наложили, один, другой, третий, и все бы сразу наладилось. Вот. То есть, если, скажем, человек заходит в храм, нормально одетый, там, не знаю, не пьяный, безоружный, да, спокойно где-то сидит в сторонке, поет киртан, на каком основании его можно выгнать оттуда? Вот.
Но вот они Я не знаю. То есть, обычно вот горе-руководство вот подобных храмов, где людей вот так вот запрещают совершать санкиртан-ягью, они обычно апеллируют к тому, что вот человек приходит, у него определенное умонастроение критическое, да, допустим, у него есть какие-то претензии к проворовавшемуся руководству, который там что-то какие-то махинациями занимался, например, финансовыми или философски отклоняется. И руководство знает, что вот этот человек, который приходит к нам в храм, что он идейно, ну, как бы не очень согласен вот с этими князьями, да, которые руководят. И получается, вот мотив обычно, вот, когда запрещают, они говорят, вот вы приходите, у вас вот умонастроение такое критическое, вы вот этим критическим умонастроением можете заразить других преданных, как бы осквернить их этим своим вот умонастроением, да, придя, общаясь. И поэтому мы заботимся о преданных, чтобы критиканы всякие не приходили в храм, и чтобы людям как бы вот не рассказывали, как руководство где-то что-то вот какими-то делами плохими занимается. Вот. ну, таким, знаете, не совсем разумным и, я бы сказал, безграмотным руководителем местных организаций, ну, кто там выгоняет, да, я бы посоветовал вспомнить некоторые эпизоды истории из жизни Махапрабху, Господа Чайтани. Историю про Джагай и Мадхая. Я бы им напомнил. Да? То есть, ну, спрашивается, вы куда лезете? Как вы можете осуждать человека, плохой он или хороший? Да? Вспомните Джагай и Мадхая. Безбожники, грешники конченые были. Тем не менее, да, там Господь Чайтани, Господь Нитьянанда сказали, нет, надо наоборот этим падшим грешникам, им надо в первую очередь помогать. У них проблемы-то. А если вы видите, что у человека проблемы, да, если он вас критикует, соберите общее собрание, общину соберите, выслушайте вопросы. Если есть вопросы, жалобы, надо это разобрать. На вопросы надо ответить, пояснить и так далее. А если вы как змеи ускользаете от этих вопросов, значит, с вами что-то не так, что-то нечисто. Что-то с вами нечисто. С религиозной точки зрения у вас проблемы. То есть, повторюсь, вспомните Джагая и Мадхая, эту историю, да? А с этой точки зрения у вас проблемы. Проблемы у вас с законом, то есть вы не отдаете себе отчет, что вы нарушаете, да? Ну и, соответственно, проблемы у вас какие-то, скажем, личные. То есть если вы пытаетесь вилять, что-то скрывать, ну а как к вам еще будут люди относиться? Естественно, так и будут. Вот. Но, повторюсь, для тех, кого не пускают сейчас в храмы, прошу прощения, как вы теперь называетесь-то? Вы даже не GBC Западной Бенгалии, вы теперь кого не пускаете? Так, что-то связь маленько прервалась. Алло. Так, что-то не слышно. Слышно. Ага. Так. Меня слышно? Меня слышно? Так, а я как-то здесь два раза. Ага. Ну, да, сейчас вот связь прервалась. Когда вы обратились к документу, в этот момент прервалась связь. Так, а так все видно, нормально? Да, сейчас нормально. Потому что я здесь как-то два раза отображается. Итак, дорогие друзья, вот те, кого не пускают в храмы, не переживайте. Вы не в храм Искон ходили, и туда вы пытаетесь попасть в храм Бхактивиданта Холдинг Корпорейшн, офшорной компании. Повторюсь, к Шриле Прабхупаде, к Искон они отношения не имеют. Так что не переживайте. Вот. Я думаю, что в скором времени Искон Шрила Прабхупады, он будет восстановлен, все будет работать так, как Шрила Прабхупада завещал, дал указания и наставления. Вот. Так что не переживайте. Вот. Ну, хотят они остаться там, я говорю, в Бхактивиданта Холдинг Корпорейшн, пусть остаются. Хотят быть в Искон Шрилы Прабхупады, пусть обратятся, получат соответствующие указания, разрешение, повесят себе там знак BBT,
знак ИСКОН, и нормально, будет храм ИСКОН. И тогда будете ходить уже в ИСКОНовский храм. Оттуда вас не выгонят, могу вас заверить. Ну да, тут есть такой момент, что если мы обратимся к наставлениям самого Прабхупады, то Прабхупада крайне осуждал такое отношение к преданным, чтобы их выгонять. То есть есть масса цитат на эту тему, где Прабхупада говорит, мы столько литров крови тратим на то, чтобы привлекать людей, вот, и что это как бы, ИСКОН это как больница, да, куда приходят больные люди, ну, назовем это прямо так, да, и выгонять больных из больницы из-за того, что они больные, да, ну, чем-то, допустим, у кого-то критическое настроение, кто-то чем-то недоволен, то есть, ну, разные могут быть причины, все же не святые люди, вот, и это очень кощунственно, это нарушение очень тяжелое. Вот, но вот ребята, вот ввиду того, что часто запрещают лидеров, которые также могут привлекать внимание паствы, условно говоря. Многие, кто-то боится конкуренции, кто-то боится чего-то еще. Хотел бы для тех, кто вдруг потерял нить, почему именно вот сейчас центры ЦОСКРа, которые в России находятся, почему они юридически, ну и, собственно говоря, и духовно тоже не являются частью ИСКОН. Почему они не являются частью ИСКОН? Потому что наставления Прабхупады не соблюдены относительно там GBC, относительно вот этой всей системы, которая сейчас устроена. То есть ЦОСКР – это компания, которая подчиняется GBC Западная Бенгалия. А вот эта GBC Западная Бенгалия, она состоит вот в этом холдинге офшорном, как он там называется, что-то там Бхактивиданта холдинг. Бхактивиданта Холдинг Корпорейшн. Ну вот, и получается, соответственно, здесь ИСКОНом и не пахнет. То есть это что-то другое. Вот. Но нам все упорно говорят, что это ИСКОН. Хотя даже юрист самого ЦОСКРа Махабаларам Прабху, он сказал неоднократно, прям вот я несколько раз слышал, где он прям немножко даже так злится и говорит, да нет у нас в России ИСКОНа, у нас в России ИСКОНа нет. Хватит это называть ИСКОНом. То есть юридически... Ну, видите, наверное, Вадхут Прабху, он юрист, он же понимает. Он разумный, грамотный человек. Он как юрист понимает. А остальных просто, ну, знаете, на религиозном фанатизме. Я это называю религиозный фанатизм. Вот и все. Ну, вот если посмотреть, может быть, немножко дополню так для общей информации. Вот смотрите. Хорошо, давайте посмотрим, до чего доруководилась ИСКОН, вернее, GBC Западной Бенгалии вместе с ЦОСКРом. GBC Западной Бенгалии, сколько там миллионов навешали? 375 миллионов долгов, которые, ну, отдать за одну жизнь, наверное, невозможно. Столько денег. Ну, может, они там что-то придумают. Навешали долгов. ИСКОНов разных наплодили, позакрывали. То есть, что они только не делают, у них, ну, все плохо получается. То есть, эти люди, они не могут руководить, в принципе, ничем. Они действуют исключительно на религиозном фанатизме. Вот гуру сказал, а эти все, ой, гуру сказал, он же чистый преданный. Какой чистый преданный? Он педофил и еще одно слово на букву «Б». Не знаю, ругательно оно или нет, но не буду говорить. Масса фактов, доказательств. Какие они гуру? Вы почитайте в Писаниях священных, какие качества должны быть у гуру. Ну какие они гуру-то? Какие они саньяси, они все министры. Все за деньги там сидят, работают. В саньяси запрещено деньги собирать. На всякий случай добавлю, что... Нельзя. На всякий случай добавлю для зрителей, что есть буквально уголовные дела вот по всем вот этим статьям, там вот по насилию над несовершеннолетними, сексуальному и прочее. То есть люди сидят за это, отстраняются от должностей, даже внутри ИСКОН, так называемого ИСКОН, получается, внутри вот GBC Западной Бенгалии это признано. Что, ну, это ни для кого не секрет, если просто заглянуть в какие-нибудь источники достоверные, почему кого отстраняют или кто за что сидит. То есть люди буквально сидят за эти преступления в тюрьмах. Вот такой момент. То есть это не какие-то голословные обвинения. Вот я сейчас даже, Вадхут Прабху, вот в этом судебном протоколе, который американский, где 12 должников, 375 миллионов. Сейчас, секунду, где-то мне здесь... Вот, момент. Итак, смотрите, значит, так. Подтверждение требований были предоставлены от имени всех заявителей. В конечном счете 623 члена и бывших членов ИСКОН представили доказательства требования о банкротстве ИСКОН. 623. То есть членов ИСКОН, бывших членов ИСКОН.
То есть вот я просто к чему? До чего они доруководились? То есть они себя возомнили уже, ну, я не знаю кем, это GBC Западной Бенгалии. Ну, а с другой стороны, ну, скажем, Цоскар, не берусь критиковать, да, но вот смотрите, кто возглавлял Цоскар? Великий князь Тунеев, правильно? Ни храма, ни денег, ни Тунеева. Сейчас в розыске, да, вы говорите. Вот. Хорошо. Тунеев эмигрировал благополучно со всеми деньгами. Вот, кстати, сейчас я говорю, земли там себе купит, вроде по слухам он землю какую-то скупает в Индии. Вопрос, правда, на какие деньги? Что-то прервалась связь опять. Так, сейчас картинка вроде появляется. Так, я здесь. Ага. Да, все, ага. Ну, на какие деньги он там земли скупает, это вопрос, но для нас ответ очевиден. Ну и для многих, да. То есть, наверное, понятно, откуда у него деньги на покупку земель. Ну, смотрите, сейчас землю купит, слуги у него уже есть, значит, ну что, дворец построит себе там на земле, ну, останется только гарем, ну и, в принципе, все, вот он, великий князь Махарадж, будет, вот все в порядке. Ну, да ладно, бог с ним. Вот, пусть он там сам разбирается. Вот смотрите, до чего руководился Цоскар, да? Если я не ошибаюсь, Цоскар и храм в Москве находятся по тому же адресу, что и фонд Бхактивиданта, да, где Сенкевич руководит. То есть они там где-то все. По слухам, я документов не видел пока, но по слухам все эти здания их забирают в силу того, что там этот район попадает под реконструкцию. То есть там все будет снесено и что-то другое построено. Это будет буквально вот, по слухам опять, с 1 сентября. Да? Ну, не первый раз такое происходит с храмами, уже сносили, по-моему, на Беговой и так далее. Да? Это очередное такое. Ну, это бы ладно, это полбеды. Беда знаете в чем? Что туда было вложено примерно 4 миллиона долларов. Ну, по слухам, я опять же документов не видел, по слухам, 4 миллиона. А знаете, сколько компенсируют при сносе? В 20 раз меньше. В 20 раз меньше. А знаете почему? Потому что руководство Цоскар, кто там у них, директор там или кто, как он называется, и там директор храма, я не знаю, или у них там все это в одном, там как это все происходит, не знаю. Но смысл в том, что они даже не удосужились зарегистрировать права на эти здания и сооружения. Они бесправные там. То есть до чего руководились? 4 миллиона долларов, по слухам, вложили, а получат в 20 раз меньше. Все. Ну, вот вы из местных религиозных организаций, вы же их финансируете. Вам сейчас опять этот мудрый Цоскар, который теперь в GBC Западной Бенгалии, скоро, может, гуру станет, там, великим князем, все как полагается, ему там звания, регалии, медали дадут, он опять будет с вас деньги собирать. Я не против, это ваши деньги, ваши, да. Вот и все. То есть, ну, опять ему там соберете еще 4 миллиона. Опять же, по слухам, Тунеев об этом знает и знал давно, что под снос попадает эти здания в связи с реконструкцией. Он попытался, по слухам, подчеркиваю, я там лично не присутствовал, но слухи ходят, он пытался за 3 миллиона долларов продать все эти там храмы, здания, сооружения, которые по этому адресу, вот, за 3 миллиона каким-то бизнесменам. Но они, когда узнали, что под снос район попадает, конечно, отказались. Вот. Поэтому смотрите сами, это информация для общего размышления. То есть кто вами руководит и куда они вас ведут. Вот. Сами идут, наверное, в ад, ну и вас туда же заодно. В общем, смотрите сами. Ну что ж, я предлагаю тогда на этой прекрасной ноте закончить нашу беседу. Еще раз хочу подчеркнуть, что все эти действия, которые сейчас происходят, все это досудебное разбирательство, которое сейчас будет происходить, может быть даже и судебное, да, кто там знает, в зависимости от благоразумия руководителей Цоскара, от благоразумия Андрея. Вот.
Поэтому хочу подчеркнуть, что все это делается конструктивно для того, чтобы все было правильно, для того, чтобы все было по закону, для того, чтобы перестали обманывать преданных, перестали эксплуатировать преданных, чтобы перестали к преданным, я сейчас грубо схожу, чтобы перестали к преданным наконец-то относиться как к скоту. Вот просто к безвольному, безграмотному, просто вот чтобы перестали относиться нашим дорогим братьям и сестрам в вайшнавской среде вот таким вот образом. То есть все действия, которые сейчас происходят, все действия, все предложения, которые исходят от BBT, от BBT такое, какое оно есть, да, от настоящего BBT, Bhaktivedanta Book Trust, не Bhaktivedanta Book Trust Intercorporate, или как там это называется у них. Вот, то есть все вот эти предложения к ЦОСКРу, к нынешнему, к его представителям, они все из добрых побуждений. Поэтому мы, конечно же, призываем ребят из ЦОСКРа быть благоразумными, задуматься, потому что дело очень серьезное, это уже не шуточки, это уже не просто какая-то критика в интернете, просто какие-то посты в интернете, это уже серьезное дело, которое будет решаться и уже решается на достаточно серьезном уровне, юридическом уровне. То есть все, то есть времена сильно поменялись, и пришла пора кому-то отвечать за свои поступки, а кому-то принимать правильные решения. Поэтому я надеюсь, что ребята из СОСКРа будут принимать правильные решения. Ну и в завершение еще, вот буквально прям минутку, то есть для тех, кто хочет помочь восстановлению ИСККОН, то есть восстановлению вот этого треугольник, где сейчас Прабхупада. Ага, сейчас можете заново начать, тут прервалась сейчас запись. Да, кто хочет помочь восстановить ИСККОН Шрилы Прабхупады, мы только рады, пожалуйста, обращайтесь, любая помощь приветствуется. В свою очередь, BBT вам будет помогать, то есть я по мере сил, как юрист, если что-то нужно, да. А что касательно, ну, так называемых старших преданных, гуру, там, великих князей, которые сейчас там в России приезжают, уезжают там, так или иначе, я думаю, вы тоже захотите помочь восстановить ИСККОН Шрилы Прабхупады. Так, прервалось. Так, сейчас вроде вас вижу. Да, немножко проблемы. Итак, еще раз обращаюсь к всем гуру, там, к великим князьям и так далее, к старшим преданным, так называемым. Я уверен, что вы захотите, ну, по крайней мере, не откажетесь помогать восстановить ИСККОН Шрилы Прабхупады. Поэтому обратитесь к своим гуру, не знаю, там, в GBC Западной Бенгалии, где они у вас там, обратитесь, получите благословение. Я уверен, они вас благословят на восстановление ИСККОН Шрилы Прабхупады. Все, пожалуйста, помогайте. Ну, на этом у меня все. Ну что ж, спасибо большое вам. Вопросы пусть будут заданы. Если у кого-то есть эти вопросы в комментариях, мы сможем потом еще вернуться к ответам на эти вопросы. Вот, чтобы вот Олег, как юрист, ответил с точки зрения законодательства. Ну что ж, на этом все тогда, друзья. Всем спасибо. Шрила Прабхупада Ки Джай. Пусть в ИСККОН придет весна. Хари Кришна. Спасибо вам. Люди с тилкой на лбу должны проснуться.